Доброе утро, друзья. Мы собираемся на экскурсию, да, вот в такую погоду. Зашли в кафе, в котором нам дал наш отель ваучер, называется Shift. Дает ваучер на 170 рендов. И мы выбрали себе круассанчик и кофеечек, который нам несут сейчас. Фоми? Наверное, самое популярное место в Кейптауне – это цветные домики в районе Бокап. Думаю, многие о них слышали. Раньше они были белого цвета и на текущий момент символизируют свободу и избавление от рабства. Я знаю, в каком я в доме живу. Да, вот, мой домик. Во многих из этих домах живут просто обычные люди, а в некоторых устраивают небольшие арт-галереи и музеи. Вот мы зашли в одну из них, которая розового цвета приятного. Еще одна арт-галерея. Из кофейных капсул делают интересные скульптуры. Ну, погода вроде бы уже становится лучше, да? Да, солнышко восходит, тепло, можно в целом... мне даже руки уже греются на солнце. Можно в целом на гору, мне кажется, ехать. Зашли в одну из галерей. Главное, женщина, пожалуйста. Ну, это уж нарисовано, я надеюсь. Эти, да. Мне кажется, это все фотографии, а не рисунок. Ну, может, это тоже фотографии, но это рисунок все-таки. Может быть, фотография, мне кажется, это какой-то стемпинг. Ну, просто нет ощущения, что это нарисовано. А может, и не нарисовано, я не знаю. Непонятно. На самом деле, может быть, знаешь, одно нарисовала, а другое делает как действительно копию. Ну, вот это нарисовано. Да, да, они все нарисованы. А еще в этом районе очень много турецких магазинов. Можно купить разные продукты из одной из любимых стран российских граждан. Здесь есть турецкие сладости. Это площадь университета Свободы. Когда на выборах победил Нельсон Мандела, он здесь говорил свою победную речь. И вон его памятник этому событию, вот в этом здании. Он вот там толкал свою великолепную речь. И также поднимал руку, поэтому его сделали именно вот в таком формате. Причем, знаете, когда ты идешь издалека, кажется, что это просто какой-то живой человек, а не скульптура. Так, мы сейчас пытаемся пройти через дорогу вместе с нашим гидом. Вы видите, что это весьма опасно делать самостоятельно. Сделали быстренько фотографию с Нельсоном Манделой и бежим обратно к нашему гиду. Рядом с этой площадью также находится еще замок, который посвящен мысу Доброй Надежды. Там находится музей. Но мы, скорее всего, его пропустим, потому что внутри особо ничего интересного нету. А вообще лучше просто посещайте мыс Доброй Надежды и смотрите о нем у нас в прошлых выпусках. Музей шестого квартала – это район, который сейчас стерт с лица земли. 60 тысяч человек просто выселили отсюда. 4 тысячи домов разровняли с землей с помощью бульдозера. Иногда люди не выходили, прямо вместе с людьми они пытались разрушить этот дом. Все дело в том, что хотели выселить отсюда цветных и темнокожих людей, и чтобы здесь проживали только белые. Но планы не удались полностью, то есть они как бы дома разрушили, людей выселили, но здесь так ничего не построили, и в итоге эта земля теперь пустует уже более 40 лет. Вот. А музей это как раз таки построили в память той истории, того района. Можно посмотреть, как жили люди темнокожие в то время в этом районе, увидеть многочисленные фотографии. Конечно же, просто идут мурашки по коже и нет слов. Все эти события происходили в период 1966-1982 годов.
Даже пол здесь необычный. Это карта 6-го района нарисованная с подписью, где кто жил, какие улицы располагались. А сейчас вместо этого района просто пустая земля. Подробно вы сами можете также изучить историю, прийти в этот музей, но я думаю, что очень многим будет интересно узнать в целом об ошибках человечества. И, конечно же, посещайте этот музей, здесь очень интересно. Гид все нам захватывающе это рассказывает. В общем, теперь поедем дальше. The houses was all till here, you know. So these are all people that used to live in District 6. Like maybe the father or the children, they got the property. And depending how big, because some families had big properties. Depending how big your property was, will determine how big. Like the university. И теперь просто так пустая площадь выглядит, пустое поле выглядит District 6. И остановка также называется District 6. The only stuff that stayed here Хотя это was the religious buildings, очень хороший район. like the mosques. Итак, с той и с другой стороны. So private developers started to buy, and then the people said, "No, how can they buy? We must get our land back." I don't have nuts. Come, I got one. I got it. Yeah. Ален, за тебя еще одна. I gotta find it. If you're not afraid, they won't bite you, I promise. Come. Она может упустить. Мы пришли в место, которое называется Company's Garden. Это, видимо, сад, где раньше продавались, или даже сейчас продаются, да, вот эти фермерские продукты, или уже не продаются? Сейчас, по-моему, не продаются, но это самый старый сад Кейптауна. И раньше здесь выращивались все виды овощей. Вот. Они такие были органические, самые вкусные, но сейчас, по всей видимости, это просто красивый сад, где бегает куча белок, и Алена супер довольна, потому что она потусила с одной из них. Вон она. Пальчиком. Вот. А то голуби такие упитанные, да? Не поймешь, то ли белка, то ли голубь, да? А вон крысы еще бегают, оказывается. Ну, крысы не так. I was just one day in Avatar, one will see more. Okay. You just saw like this. Там белка, а там бегает красивая белая белка. И еще очень много крыс, я не понимаю, что они здесь делают. Вот, например, видите? Просто огромные рексы. Ну, кстати, почему-то мне они уже не кажутся такими противными здесь. Прогулялись немножко по саду, взяли кофе и говорят, что вот отсюда открывается красивый вид на Table Mountain, но с погодой нам очень везет, в кавычках. Я не знаю, почему этот сезон называют высоким сезоном. Не приезжайте в такую погоду, но если действительно здесь просто выпрыгивают киты в этот сезон, то беру свои слова обратно. А если нет, как бы холодно в это время. Сейчас мы пришли на рынок. Как нам сказал гид, здесь очень безопасное место. Ой, посмотрите, что это? Чемоданчик. Производство Китай. Вот, приглашают зайти тебя. Скорее всего, даже принимают безналичную плату.
проблема, знаешь, какая? Скажу всем, и подписчикам, и тебе. Давай. У меня проблема в том, что я не знаю, сколько это реально все стоит. Ну, то есть, типа, знаешь, они тебе назовут одну цену, а ты даже не знаешь, до какого ты можешь торговаться. И меня это всегда смущает. То есть, я даже не знаю стартовую цену всему этому. Все безумно красиво там. Вы хотя бы, знаешь, малейшее понимание, ни одного ценничка нету, просто ни одного ценника. Так, ну мы так слегка посмотрели, даже не узнали стоимость. Ну, маркет красивый, приходить. Здесь действительно есть много интересных, красивых сувениров. Кстати, магнитов я особо не видела. В основном такие, знаете... Всякие животные, которых можно встретить на сафари. Есть статуэточки, есть рисунки. Есть ложечки разрисованные там в виде жирафиков. И они из дерева есть, из камня есть, пластиковые, из бисера, плетеные из проволоки. То есть чего там только нет. Сейчас мы приехали к офису Cable Car, где можно прокатиться до вершины Столовой горы. Правда, сегодня очень облачно, в целом практически как каждый день. Но вот мы выбрали, видимо, самый такой день, когда также облачно. Но говорят, что здесь постоянно все меняется. Мы посмотрели, что погода тоже может поменяться, и видимость будет лучше, но мы не уверены. Сейчас идем к кассам, чтобы купить билет на фуникулер. В общем, нам сказали, что no visibility today, то есть нет видимости сегодня. Но мы на свой страх и риск решили все равно поехать на фуникулере. Смотреть, может быть, хотя бы на минуточку откроется. Здесь мы можем увидеть название гор, которые есть в Кейптауне. Кстати, через несколько дней мы отправимся на трекинг на Львиную гору. И сейчас вот мы поднимаемся на Столовую гору. Как видите, там все туманно, но сегодня не так сильно ветрено, поэтому подняться возможно. О том, что нет никакой видимости, предупреждают об этом на кассах. Но как бы у нас экскурсия, поэтому, конечно, могли бы в другой день поехать, но будем надеяться на удачу, что нам что-то откроется. Были здесь в ноябре на Филиппинах, типа подземная река, которая находится прямо в пещере большой. А вон, видишь, Чеджу Айленд, я не знаю почему, но мы тоже там были. Комода, там, где проживают такие большие вараны. Вот Холланд Бэй, я даже не знаю, где это. А я знаю, где. You'll be leaving in about 5 minutes. Окей. Самое интересное, когда мы не видим ничего. Как великолепно. Ну, вы можете посмотреть наши выпуски из Гонконга, там, я не знаю, из каких-нибудь еще других стран, когда мы приезжаем на обзорную площадку и также не видим ничего. Ребята, даже из окна мы иногда что-то видим. Ну, правда, еще окно видим такое. Все в капельках. Мы приезжаем. Так, нас предупредили, что будет очень холодно. Я мысленно уже практически готова к этому. Мысленно. Но не умом. Умом я не хочу. И вообще ничем не хочу чувствовать холод. Самым моим неправильным решением было то, что я в последний момент выложила куртку из чемодана. Поэтому хожу в теплой рубашке, по-моему, все практически дни. Мечтаю надеть юбку, сделать красивые фоточки. Но ни солнышко, ничего такого прям не предвидится. А вы еще такие смелые, пошли без гида нашего, да? Ой, девчонки, опасно. Да вон они впереди. Так, ну я не чувствую пока тут не холода. холодно, да. Наоборот, такой, знаешь, вроде это как... Ну да, ветра нет, поэтому. Да. Ну, с одной стороны, хорошо, что нет ветра, с другой стороны, меньше шансов, что облака разойдутся. Это самая высокая точка Кейптауна, высота более 3500 метров. Ну да, вот, смотри, Ален, это самая высокая. Как бы вот, видишь, Devil's Peak, он пониже, Lions Head пониже, и вот Table Mountain, видишь, самая высокая считается.
более Окажется, 3500 метров. что не самая высокая, да, когда мы смотрим. Слушай, ну это, наверное, Снизу. из-за того, что типа здесь нет пика, она такая более ровная. Наверное. И плюс А они вот в там разных типа, местах да, еще да. находятся, да. И какие-то по-разному поближе. смотрятся как-то они. Ага. Какая великолепная обзорная площадка, какой потрясающий вид. Вау, май гад, ну аж сердце захватывает. Я, кстати, иногда там вижу даже что-то орлиным, да, глазом. О май гад. На самом деле, вот эта вот площадка сейчас мне прям очень напоминает в Эквадоре. Тоже такая наша обзорная, также вот как бы, знаешь, все огражено аккуратненько. Где вы тоже ничего Чистая не видели, территория. Нет, кстати, там видели. да? Это как раз вот те 2%, когда нам что-то открывается. Ребят, смотрите выпуски из Кита. Это как из Кита. Там как раз таки, как мы взбирались на вулкан Пинчура. И там был действительно красивый вид. И вот там вот как раз таки, где ветерок, немного открывается вид на океан. Правда, вам с камеры это будет не видно, но вот здесь, знаете, вот как будто бы отсюда видно, что снег, но на самом деле это океан. Вы знаете, обычно в жарких странах мы заходим с Кириллом в различные супермаркеты, магазинчики, чтобы встать у кондиционера и хорошо охладиться, и спастись от жары. Сейчас мы зашли в магазинчик, я стою у кондиционера и вспомнила эту историю, потому что в этот раз я не охлаждаюсь, а наоборот пытаюсь согреться, потому что все-таки на улице прохладно. Но здесь уже проще с ценами, потому что здесь есть ценники. Такие шарики стоят 125 местных рендов. Можно прикупить магнитики, открыточки, кружечки, термокружечки. Так, это у нас специи различные. Местная соль. Соль и специи гималайские. Кстати, есть еще интересные горшочки, в которых можно вырастить местный цветок. Протея называется. Это, как знаете, такая тема, как в Нидерландах. Тюльпаны привозят, чтобы вырастить. А здесь именно протея. Как вы поняли, мы не увидели ничего. Погуляли вокруг, посидели в кафе. Сделали галочку, что мы были здесь. И сейчас возвращаемся обратно. Но мы не расстраиваемся. У нас еще будет трекинг на Львиную гору, мы еще посмотрим на красивый вид с высоты. Сейчас мы видим первый фуникулер, который шел до Столовой горы. Выглядел он таким образом. Очень веселенький и совсем небольшой. Мы закончили наше путешествие по Столовой горе. Теперь мы в городе. Едем к холму, который называется Signal Hill. Говорят, что оттуда открывается хороший вид. И можно будет сделать фотографии на город. Вот. Но сейчас светит солнышко. Это так удивительно, потому что именно на вершине Столовой горы было прям, знаете, вот прохладно, да, Алён? Холодновато. Да, было холодновато и было очень пасмурно. А здесь уже в городе приятно, тепло, светит солнышко, особенно зайти в теплую машину весьма приятно. Мы сейчас приехали к Signal Hill. Отсюда летает на... Давай скажи, на параплане? На параглайдинге. Параплайдинге. Да, мы тоже хотим, думаем пока об этом. Надо поймать хорошую погоду. Кстати, сейчас нам подошли и спросили. Смотри. Ну то есть это совсем не страшно. Да, он просто в какой-то момент куда-то туда к ножке засовывает, и все, и полетел. Вот и все, вот и все. И все. А ты будешь кричать? Да, не знаю. Ну, очень красиво. Он вообще лежит. Так будешь, да, или нет? Я постараюсь нет. Мне нельзя, я должна быть сосредоточена. Блин, на- хочу тебя подснять в этот момент. Жалко, что я и буду не с тобой. Ты первый полетишь. Да, конечно. Сказывают, что примерно к 6 вечера сюда приезжают, чтобы устроить пикник, привезти шампанское и просто отдыхать, наслаждаясь этим красивым видом. Приезжает много автобусов и привозят туристов, которые также будут испытывать себя, летать над шикарным
Кейптауном. Кстати, здесь еще так много курочек этих вот опять гуляет, которых мы видели повсюду. Несмотря на то, что солнышко выходит, все равно немножечко прохладная погода. Мне кажется, что я из своего гардероба так и не достану юбки. Мы приехали к месту, которое называется Камс Бэй. Отсюда открывается вид на горы, на 12 апостолов, который называется. Вот тот снег, который мы видели с вершины Столовой горы. На самом деле, как видите, это океан, который вообще очень напоминает мне Сейшелы. Потому что такие же красивые валуны. Нереально красиво. И горы, и вообще все. Местные бурундуки, которые их называют даси. Rock Rabbits. Друзья, мы пришли на ужин в ресторан, точнее в кафешку, которая называется Only Foods. Здесь подают еду, вино, кофе. Здесь также ужинает вот эта прелесть. Добрый день, Уважаемые зрители. уважаемые зрители. В эфире Big Drip Vlog. И я его ведущая Алена. Мы сейчас находимся в баре, который называется Only Foods. И пьем коктейли Маргарита. Очень вкусные коктейли. Всем рекомендую. Взяли себе бургеры. У Аленушки с говядиной. Это перчики с сыром. А у меня бургер с курочкой. Очень классное местечко, мне понравилось. Ты так быстро все это сказал. Ну, на самом деле, нам больше всего понравился говяжий бургер. Алене еще понравилась картошка с сыром, потому что она такая... Всегда люблю. Люблю всегда картошку и люблю всегда сыр. Да, она немножко пресная была, картошка, но Алена ее обожает, такую картошку, я люблю более хрустящую. Вот, и еще мне очень понравились перчики и, конечно же, Маргарита. Да-да-да, очень вкусно, здорово все было. Классное место, всем реально советую. Оно очень тусовочное, то есть там люди приходят, абсолютно все разные, прикольные, на них просто даже интересно смотреть, наблюдать, как вот у них происходят вечерние тусовки, потому что сейчас не сезон, как мы понимаем, и здесь очень много местных. Я сначала думала, что это туристы, но как бы вряд ли туристы приходят с гигантской собакой. Но здесь реально здорово. Здорово, очень колоритно. Мне прям понравилось. Спасибо большое. Starbucks! Я буду Starbucks! Мы погуляли немножко по торговому центру, там, к сожалению, нельзя было снимать. Отлично провели очередной день в Кейптауне. Если вам понравились наши приключения, обязательно ставьте лайки и пишите комментарии. И, конечно, до новых встреч. Всем пока!